Всем добрый день, это канал Астро ТВ и я астролог Юлия Родник. Сегодня мы рассмотрим гороскоп новолуния 7 сентября. Новолуние 7 сентября в 3 часа 51 минуту по московскому времени. Это новолуние будет в знаке Девы, в земном знаке. Посмотрите на карту. Вот вы видите Солнце, Луна в соединении, это значит новолуние. Также здесь находится Марс в Деве, по-прежнему в противостоянии с Нептуном. Новолуние в Деве имеет очень позитивный аспект с Ураном, планетой неожиданностей, неожиданных сценариев. Новолуние в позитивном аспекте тригона планеты Уран обещает новые повороты, новые возможности, позитивное развитие событий, позитивное завершение событий. Новолуние – это начало нового лунного цикла, начало нового этапа. Отмечая земной знак Девы, обращает наше внимание на земные дела, на земные проблемы. Особенно это касается финансовых дел, финансовой сферы. Тригон с Ураном. Уран у нас находится в знаке Тельца. Это значит, что в финансовой системе мы ждем глобальных изменений. Это касается и систем государств, и прежде всего в России также. Можно ожидать перестановок, изменений в структурах, связанных с банками, финансами. Управитель Тельца Венера, указывающая на финансы, деньги, денежные реформы, в квадратуре с Плутоном указывает на то, что контроль за финансовыми потоками будет усиливаться. Также можно ожидать ужесточения налоговой политики государств. Но также здесь есть заложены, также в гороскопе новолуния заложены новые возможности в области финансов, которые дают новые методы зарабатывания денег, за увеличение ресурсов в новых особенно сферах, касающихся новых технологий, хай-тек. Все это будет развиваться, новые открытия будут происходить. Мы видим, что в гороскопе новолуния сохраняется оппозиция Марса и Нептуна. Правда, она уже расходится, но сохраняется пока. Это значит, что велика вероятность обманов, самообманов, столкновения с мошенничеством, поэтому надо проявлять осторожность, особенно в финансовых делах, совершении различных сделок. 7 сентября – это не только новолуние, это также серединная точка между затмениями. Затмение 10 июня и будущее затмение, которое будет 4 декабря. Особенно внимательными и осторожными надо быть знаком Дева, Рыбы, Близнецы и Стрелец. В их жизни возможны неожиданные изменения, также они могут столкнуться с обманом, предательством, потерей средств, убытков. Нужно очень осторожно инвестировать, вкладывать куда-то деньги. Нужно очень тщательно проверять всю информацию, не торопиться с важными решениями, которые могут изменить жизнь. Луна новолуния в 15 градусе Девы. Характеристика этого градуса – хитрость, двойственность, коварство, изворотливость, актерские способности, желание получать все удовольствия жизни для себя, наплевательское отношение к другим. Поэтому надо опасаться таких двойственных ситуаций,
нечестных людей. Срединная точка, в которой происходит новолуние, указывает на то, что наши планы могут реализоваться совсем не так, как мы ожидали. Поэтому не нужно жить по жесткому плану. Нужно стараться проявлять гибкость, чтобы было легче адаптироваться к новым условиям, которые будут создаваться в это время. В ближайшие 2 недели будут неожиданные изменения, но которые будут происходить довольно мягко и, может быть, незаметно. Можно надеяться на позитивные изменения и новые открывающиеся возможности. В дни вблизи полнолуния возможно обострение хронических заболеваний, неважное самочувствие. В сам день полнолуния, 7 сентября, мы получаем много энергии. В сам день полнолуния, 7 сентября, мы будем получать большой поток энергии. И в этот день лучше не предпринимать каких-то активных действий, не начинать новые дела, а лучше подумать и помечтать о том, как бы вы хотели реализовать свои планы, загадывать желания. Большая вероятность, что сбудутся свои желания, поскольку такие позитивные аспекты, позитивное, благоприятное влияние планет, особенно в сфере финансов. В гороскопе новолуния оппозиция Марса и Нептуна предупреждает о возможном столкновении с обманом и мошенничеством. Марс со звездой Хара — это звезда преступности, звезда мафии, поэтому нужно быть очень осторожными. Возможно столкновение с криминалом. Это важное новолуние для знаков Дева, Рыбы, Близнецы и Стрелец. Для Девы во многом будет происходить обновление личности, раскрытие способностей и талантов, о которых даже не подозревали раньше, появление неожиданных возможностей. Также обновление личных отношений. Для знака Рыб в ближайшие 2 недели будут значимы отношения, личные отношения. В личных отношениях возможны изменения, разлуки, ссоры. Старайтесь поддерживать гармонию в отношениях, где-то идти на компромисс, проявлять гибкость. Тогда вы сохраните свои отношения. И отношения будут развиваться. Знака Близнецов в ближайшие 2 недели будут важными сферы дома, семьи. Здесь, возможно, какие-то проблемы могут возникать. Проблемы с местом жительства, с переездом, либо это обустройство дома, ремонт. Если вы сейчас затеете ремонт, то он может затянуться, к сожалению, поскольку Меркурий готовится к повороту к ретроградности. 7 сентября начинается его петля. Он входит в так называемую петлю, и затем в конце месяца, 27 сентября, он будет ретроградным. Он будет двигаться в обратном направлении и будет тормозить многие дела, многие процессы. Поэтому сейчас лучше все-таки продолжать уже начатые дела или очень хорошо подготовленные и спланированные. Меркурий может приносить задержки в делах, торможение, путаницу, сложности в оформлении документов. Также нежелательно покупать связи, телефоны, компьютеры. Для стрельцов также важное новолуние. Для них будет актуальна сфера профессиональной реализации, профессионального развития. Возможно изменения в карьере, в профессии, работе, в направлении деятельности. Также
возможно, и новые возможности откроются в этой сфере, получение новых навыков, новых знаний, новой профессии. Изменения, которые будут происходить у стрельцов в карьере, в профессии, они будут позитивные. Скорее всего, в перспективе улучшится их финансовое положение, поэтому не надо пугаться изменений, которые будут происходить, они будут все к лучшему.